Всем привет! Вы на канале Минск Family. Несколько дней назад поступил запрос на поиск яхты для жизни и для плавания. Наличие всевозможных парусов, моторов не имеет значения, практически как недвижимость. По территории хотелось бы юг Франции, далее стали рассматривать Грецию. Испанию посмотрели, но в целом там ничего особого не нашли на эту тему. Может быть, не очень внимательно смотрели. Сейчас наш подписчик Владислав со своей женой уже едет в Грецию. Будем здесь более плотно подбирать ему яхту для проживания зимой в теплом регионе. А с вами я хочу сегодня поделиться, собственно, той подборкой, которая была сделана, найдена по Франции и Греции. Рассматривали мы всевозможные кетчи в основном, потому что ходить не надо, пространства больше. Также по Греции мы рассматривали моторную дизельную технику без каких-либо парусов. Ну, давайте посмотрим, на чем можно жить. В бюджете до 25 тысяч евро. Очень примерно плюс-минус брали до 30. Как обычно, наш приватный канал Yacht Family получил это, когда я это искал, там 3-4-5 дней назад. Присоединяйтесь, ссылки будут в описании. Начнем обзор. Значит, сегодня мы двигаемся не по стоимости, просто вот как они нам, грубо говоря, находились. И первый у нас Бенитао Ивансион. Стоит он 6800 евро. Это 8,5 метровая лодка. Это все сейчас будет все идти по Франции. Так, автопилоты. Ну, тут много чего есть в целом. Не очень дорогая. На румпеле. Видите, такой подшарпанный. Нани свежий мотор. Написано, что его потребуется перезапустить. Нани сделан на базе Куботы. Это хороший японский двигатель для тракторов. Такая рубка, автопилот мы видим с приводом. Кают-компания. Боковой столик раскладывается в двуспальную кровать. Так сказать, это первая каюта. Ну, видите, проблемы по потолку и прочее, естественно. Кухня находится в верхнем в жесткой рубке, там где рулевой, там же кают-компания. Это уже первая каюта. Она же единственная небольшая лодка, 8-метровая, очень бюджетная, такая. Далее кетч Колвик Виктор 34. Значит, палуба у нас в тике. Выглядит тик неплохо. Штурвал. Видите, такая просторная закрытая рубка с кухней, кают-компания. Очень просторная. Тоже руль внутри, передняя каюта уже поинтересней. Есть боковая двойная каюта гостевая, либо как место для склада. Отдельный туалет с душем. Как видите, все значительно более приятное. Что у нас по описанию? На какой-то реке стоит. Видите, интересно. Во Франции тоже, когда мы разговаривали об этом, что стоит искать во Франции такие принцип жизни на реке, как в доме, там очень распространен. И такой вариант во Франции действительно нашлось намного больше. Так, тут у нас яхточка Бикиль Advantage 28. Чем она мне понравилась, если не ошибаюсь, она достаточно свежая. Versus мощностью. Да, в 2000 году сделана свежий Advantage. Всего 3 фотографии. Но вот такой достаточно просторный, для маленькой лодки, как, наверное, похоже в Макгрегоре, такая вот открытая передняя каюта и рубка. Ну, зато очень свежая, хорошо симпатичная выглядящая лодка 2000 года. Опять же, вот Twin Keel позволяет, если вы куда-то садитесь не на мели, если приливы, отливы, то становитесь на 3 точки, далее прилив, вы поднимаетесь и уходите. Такая достаточно интересная, недорогая, свежая, небольшая лодка. Так, вот это очень интересный проект. Fisher 37.
Его компоновку стоит посмотреть отдельно на каком-нибудь сайте, как Sailboat Data. Это моторсейл, в котором начали какие-то работы производить. Ну, опять же, задача была такая же, чтобы можно было в процессе ремонтировать его, так хотели. Значит, это 1974 года. Видите, уже разобран и не очень хорошем состоянии, требующий ремонта. Но, как я уже говорил в одном из видео про сравнение длин, фишеры очень любят. У них есть целый фан-клуб, и стоимость хорошо сделанного фишера там от 50 тысяч, поэтому имеет смысл как бы смотреть на эту лодку. 10 тысяч евро для того, чтобы привести ее в порядок. Причем это фишер 31 там от 50 тысяч, здесь 37. Очень интересно. Здесь кетч, бизань, бэбиштаг. Ну, прикольно. Кормовая есть с двухспальной кроватью, внутренняя рулевая рубка с обеденной зоной, ну как в кетчах. Дизель Kubota. Написано, все восстановить 2-3 месяца усердия, и можно еще делать предложение. Да, кстати, забыл упомянуть, все это мы смотрим на новом для нашего канала сайте внутренних французских предложений LeBonCoin. Обратите внимание, единственное, что для меня лично французы внутри этого сайта не очень хорошо отвечали, когда я подыскивал лодку. Далее Caribbean 35 Full Kill, видите, такой мореходность небольшая, хорошая, 12-метровая лодка, да, 75 года, 55 лошадей. Много у нас чего нет, видим, что это центральный кокпит, есть задняя каюта, как там, что внутри, надо смотреть более детально. За 17 тысяч 35-й Caribbean. Ну, есть деньги, есть мотор подвесной, велосипедик, купальная платформа, и жесткое остекление, довольно симпатично. Значит, есть задняя каюта, неплохой вариант посмотреть, проверить. Так, что у нас здесь? Фисти Фиксер Финселлер 35, 10 тысяч евро. Пишет, что еще и место можно взять 5000. Тут вот не очень понятно, за что это, за месяц, либо это всего 5000 это место будет стоить. Тоже много фотографий здесь нету, даже внутри ничего нету. Перкинсер лошадей, достаточно высокая рубка поднятая, видите, какое жизненное пространство внутри. Должно быть достаточно крупное. Надо смотреть детальнее. Недорогое предложение Франции. Что у нас здесь? Флорена, следующая лодка. Парусная, это очень солидная для круизов. 2 шезлонга, срочная продажа. Так как уже купил новую лодку. 9,9 евро за размер 37 футов. И у нас вот здесь вот есть более детальные фотографии, стояли в описании, ссылка. По-моему, весьма достойная лодка за деньги менее 10 тысяч. Флорена с хорошей задней купальной платформой, с центральным кокпитом и задней каютой. Выглядит достаточно неплохо. Такой вот моторчик. Выглядит недурно. Задняя каюта, вот она так сделана. 2 двуспальные кровати. Кают-компания. И открытая передняя. Ну, конечно, можно чуть переделать. Многие закрывают. Мне тоже нравится, что здесь можно шторочками сделать. Есть кухонька. Не понимаю, где туалет. Возможно, в задней. Ну вот, видите, да, все есть. Отдельное помещение, как-то без рукомойника, без душа. Ну, это не пользуемся внутренним душем, ну, есть и есть. Хорошие вон лебедочки стоят. На мой взгляд, весьма симпатичная лодка. Неплохое предложение. Как считаете, напишите в комментариях. Симпатичная. Да, все ссылки, все как обычно будут в нашем открытом телеграм-канале Кола Яхтинг. Ссылочки в описании. Собственно, после видео появятся ссылки с сообщением.
Далее, еще один Инвенсион, вообще дешевый, 4000 евро. Так, парусник восстановления, в настоящее время пользуется в очень лучшем чехле. На лодке 2 каюты, туалет, столовая кухня, техническая сторона, солнечные панели. Лодка 4-тактным двигателем за 4000. Понятно, что надо все внимательнее смотреть. Ну, для жизни такое помещение. Кетч Мало 50. Сколько он там футов? 11 метров длиной. Что у нас тут? Ну, жесткая рубка, задняя каюта, центральный кокпит. Стоимость показывает 30. Все супер-пупер древнее. Безусловно, торговаться. Неплохой размер. Мало это Швеция, скорее всего. Да, Швеция. Нани на борту, 60 лошадей. Это все-таки мы смотрим с вами на моторсейлеры. Кетчи, которые нацелены не на парусное вооружение, все-таки, а на моторы. Да, торговаться немножко дороговато, но очень неплохое должно быть жизненное пространство. Так, обзор, не обзор, без Баварии. Бавария 392 год сегодня, 26 тысяч. Такой приятный кокпит. Есть вот недурные приборы, автопилот. Видим тузик, мотор для динги. Наверняка и задняя платформа. Мотор выглядит отлично. Это какой-то из свежих D1 или D2. Сейчас посмотрим с вами описание. Так, 2 каюты, ванная, туалет, новый насос, розетка, холодная вода, и холодная и горячая, 220 подогрев, береговое питание, солнечная панель. Да, D120, свежий, 18 года, 600 часов накатал всего. Бимини, ну, с большего все, что есть, даже автопилот ST40. Симпатичная Бавария за 26 тысяч. Дальше французы. Фёст 325. После нескольких лет путешествия, Кортика, Испания, большим сожалением расстаюсь. Он надежный, мореходный. Двигатель 2003 года. Ну да, такую мы тоже видели. Она классическая, немножко будет низковато передняя каюта. Я видел такое заднее, здесь вот с этой стороны туалет будет, с этой достаточно просторная задняя каюта за кухней. Симпатичная лодка, здесь, видите, есть душ. По-моему, у них в стандарте есть танк. 26 тысяч. Вот это очень интересный проект, я такой смотрел, это кетч с центральной, не кетч, а это с центральной каютой, Yamaha 29. Я рассмотрел такую желтую при покупке своей, складывающейся мачты, понятно. Но здесь вот спальные места есть, здесь небольшая кухня, передняя кают-компания и такой... Сзади тоже пространство. Здесь этого всего не видно. Ну, в общем, это центральный кокпит, задняя каюта, достаточно глубокая лодка, высокий борт. Ну вот, мне хотелось тогда, я когда выбирал, опять же, со штурвалом, по центру казалось мне центральный хорошее дело. Но в итоге задний. Очень недорого. Стоит такая же была, 10 тысяч стоимость у нее. Тогда на той стоял Yamaha двигатель. Здесь что-то другое, здесь какой-то 10-лошадиный, очень маленький мотор. Надо связываться, выяснять более детально. Так, ну и вот, собственно, самое что ни на есть недвижимость 76-го года. Написано, мотор не работает, нет больше времени им заниматься, стоит на каком-то протоке. Вот так вот с бачку. Приезжайте, живите, 4000, помещение в Европе. Мало фотографий. Ну, примерно как в кетче будет тут передняя каюта, будет здесь будет кухонька и, собственно, больше ничего на такой маленькой лодочке и нет. Но зато закрытая рубка, обогреватель ставите, мачты ничего нету. Такой вот интересный. Ну, в процессе можно моторчик и потихонечку ходить по канальчикам, ковыряться. Такая вот недвижимость во Франции за 4000 евро.
Дальше мы переходим в Грецию. Разбавим наш обзор моторными катерами. Дизельные я отбирал. Значит, вот такой вот трезубец. Будем смотреть чисто визуально, потому что я ничего не понимаю, что тут смотреть. Кажется, должно быть симпатично. 24 тысячи, 85 год. 250 лошадей, если не ошибаюсь. Тут два мотора по 250 лошадей. Туалет, топливный бак на 800 литров. Говорит о потребляемости. Двигатель помененный. 2 на 665. Не понимаю, что имеется в виду. Но все работает, все двигается. Так написано. Смотрим симпатичный вариант. Чехлы, купальная платформа. Видите, сразу огромная рубка. Верхняя еще невысокая осадка. Такие красавцы. Винты, моторы. Приборы, дашь, газу и пошел. Интересно, если вы знаете, какой расход, например, вот у этих дизельных моторов, какой-нибудь скоростью 6-10 узлов, какой будет расход? Кают-компания, носовая невысокая каюта. Наверняка еще здесь, наверное, туалет был. И несколько уровней помещений. Местечко симпатичное. Плюс еще сверху, понимаете, да, рулить нужно или сидеть, или рулить вот отсюда красиво, наблюдать за всем этой историей. Trident 85 года. Trident. Далее. В отличном состоянии два двигателя по 135 турбо. Garmin 12-дюймовый электрический. Солнечные панели, якорь. Кабина с двумя односпальными кроватями и двумя двухспальными передними кроватями. 17 тысяч евро. Давайте посмотрим, что мы получаем за 17 тысяч евро. Ну, сдувающийся тузик, но заметьте, руль спереди. Вообще очень комфортно, удобно. Мощный мотор для тузика. Симпатичная площадка для его перевозки. 79-го года. Вот так вы будете забирать красиво. Так. Какой-то карплотер. Вот такой вот тоже открытая, да, площадка. Передние носовые открытые, кают-компания. Кухня справа даже есть. Холодильничек и солнечные панели. Можно оборудовать для жизни, да? Так, и душ. Да, душ, хорошо. На таких-то моторах можно точно нормально подогреть воды. Красавцы. Как я сказал, ничего не понимаю. Если вы что-то знаете о моторной технике, подскажите, лучше, хуже. Но для жизни, например, стоять, никуда особо не пилить, то вполне себе можно прекрасно чувствовать на такой лодочке. Вот такой вариант. 42 фута, 76 год. Что о нем пишет хозяин? Продается. Два двигателя по 330 лошадей. Каждый требует ремонта. Наверное, это уже не очень хорошо. Наверное, все, что есть вообще в этих лодках, это моторы дорогие. Значит, ремонт будет супер дорогой. Но, как мы сказали, с задачей постоять у причала и пожить, вполне эта лодка может справиться. Двигаемся. Вот это симпатичный Галард. Также, что о нем пишут? Ежегодное обслуживание. Основные характеристики: 2 Mercury Cruise, Detronik 250 2002 года. Неплохо. С Mercury 5. Надувная лодка, да? Дополнительно. Все достаточно симпатично расставлено. Красивая лодка. 23 тысячи долларов, 81 год, 10 метров. Видите, как спереди подушечки расставишь, загораешь. Сверху под бимини можно управлять. Снизу рыбачить.
Выглядит все симпатично. Руль гидравлики, все четко. Вот такая вот огромная кровать. Просто душ, душевая кабина, туалет, все просто четенько. Выглядит шикарно. Опять же, на Корфу находится, не утверждаю, но выглядит отлично. Так, возвращаемся к нашим парусникам. 14 тысяч. Вот такая новая появилась у нас Жано Мелоди 34. Много чего есть. Продается. Там разработано туда-сюда. Ну, почитайте. 2 по 2 человека. 2 каюты по 2 человека. Все выведено в кокпит для управления. Румпель. Немножко дерева для удобства посидеть. Кают-компания. Передняя каюта. И по пути к ней туалет. Это задняя каюта. Туалет с душем. Вот такая компоновка. Передняя каюта, туалет, кают-компания, которая тоже можно, наверное, опуститься. Эта часть тоже будет спальней. И достаточно просторная задняя каюта. Недурной вариант. За небольшие деньги, я думаю, плюс торг. 22 лошади мотор. 4500 вполне себе обслужить. Ну и почитайте. Как видно, много чего есть. Старые Вестерли, ну, начало 20 тысяч, понятно, что надо разговаривать. Вестерли с центральным кокпитом, достаточно просторная лодка. У нас есть это кетч, есть еще задняя безанята, мешающаяся жизни можно убрать, но туалет с душем. Передняя часть у него такая же, как в обычной лодке. То есть кают-компания, передняя каюта, старый мотор. Ценит их очень сильно. Вот, хвастаются своим холодильником. Надежные лодки, очень крепкие. Понятно, что тоже надо приводить ее в порядок и торговаться. Старая, 77 год, старая такая рубка большая, высокая. Так, Гипси 96. Я, по-моему, тоже ее уже показывал. Она была в прошлом году где-то по 26-28 тысяч стоила. Все вроде бы у нее есть. Почему-то долго не продается. Ну, возможно, не все так вот, как на фотографии, я подозреваю. Или, может быть, не хочет торговаться, или есть какие-то другие нюансы. Но стоит она на продаже давно. Я сам ее видел, когда выбирал свою. Так, вроде бы ничего, но на самом деле почему-то не продается. Это неспроста, неспроста. Family Cruise, дабл кабины, передняя, задняя, души. Даже, видите, 2 задние, трехкаютка. Я тоже обращал на нее внимание, потому что симпатично, что трехкаютка. Старая Volvo Penta, шумоизоляция. Кое-что есть, надо выяснять. Может быть, они уже готовы чуть лучше торговаться. Все-таки второй сезон они стоят. 93 год в Левкосе Гипси 302. Что пишут? Идеальная лодка с количеством мест на 30 футов. Купили в 2011 году. Все классно ходило. Гипси классная. Верфь, 20 лошадей. Не очень большого использования написано. И вот что-то тут мешает. Так, что-то тут сделали, что-то необходимо еще поработать. Фотографии. Такая криво продает. Классная передняя. Огромная кают-компания с носовой такой спальней закрывающейся. Туалет с душем. Выглядит симпатично. Есть наверняка еще задняя каюта. Да, неплохая. Широкая задняя каюта. Янмар. Очень классно, можно заметить на что-то приличное. Солнечные панели. Неплохо компонованная лодка.
Приятный трапик такой, хотелось бы все пластиковое здесь. 93-й год, класс. 93-й, да, 93-й. Неплохой вариант для старта, для того, чтобы начать торговаться за нее. И смотреть более детально. Интересный киль. Позволяет, наверное, приподнимать, немножко глиссировать на такой форме лодки. Ну и вообще достаточно длинный киль. С невысокой осадкой. Должна хорошо ходить. Сколько я по-любительски могу прикидывать. И вот эта лодочка у нас пришла от нашего друга канала. 92 год, 36 футов. Немножко она вываливается из нашего бюджета. Находится в Левкосе. Гипсе 362. 26 лошадей Янмар. 24. В футах оценивают. Предполагаю, что владелец англичанин. Точно можно торговаться. Как я уже говорил, в Греции очень много английских лодок, которые, так сказать, хотели быть уже проданы, потому что выход из Брексита, этот актив им как-то не сильно нравится. Необходимо растамаживать, на себя переоформлять. В общем, они не могут оставаться на регистрации греческой. Большая лодка. Если необходимо посмотреть, пишите. Можем съездить, сделать видеообзор. Просторный кокпит. Симпатичная выглядящая лодка. Много фотографий, есть какая-то заинтересованность в продаже. Довольно свежее объявление, я не видел ее раньше. Как мне кажется. Все выглядит довольно приятным. Просторная, высокая. Передняя каюта, достаточно неплохая задняя каюта, у меня не очень штука, полуторка так называемая. Туалет с душем. Выглядит все очень симпатично, достойно, ухоженно. Очень симпатичный, приятный вариантик. Так, ну значит, да, две каюты сзади. Это значит уже интересная трехкаютка, очень прикольно. Концы находятся в кокпите. Рундуки небольшие за счет того, что есть задние каюты. Есть панели. В целом все, что надо, есть. 90 на валу, это супер. Янмарчик с водным охлаждением, пресным охлаждением мотора. Классно. 20 киловатт, видите, даже табличка сохранилась. Плохой вариант, очень симпатичный. Так, только что навернулся, нам предложили просто внизу этой лодки Sun Odyssey 31 за 20 тысяч, 23 тысячи долларов. Все Sun Odyssey, что я видел, были очень симпатичные. Это, конечно, чуть постарше, небольшой. Давайте его быстренько тоже просмотрим. Концы в кокпите. Выглядит неплохо. Какая компания. Передняя каюта со шкафчиками. Так, задняя полуторка. Туалет с душем. Или нет. Вот и стоит бак. Душа не вижу, но пластиковый не есть. Если необходимо, можно сделать откачку, делать душ. Янмарчик. Большой, как у нас Янмар стоит. 20 15 лошадей. Такой недурной вариант, я думаю, там и плюс-минус торгуется.
а-ля 15 тысяч. Можно смотреть. Приложу также дополнительно. Вот такие варианты у нас есть. До 25 тысяч для того, чтобы пожить. Последние два, конечно же, такие уже поплавать. Где-то что-то. Ну, а так, как вы видите, от 4 до 15 тысяч вполне можно взять что-то пожить в Европе. Даже и свежее, с парусами, и даже такое вот красиво просторное, без парусов. Очень интересный вариант. По-моему, шикарно. Быть и жить. 10 метров. Относительно недорогая должна быть стоянка. Этими моторками легко управлять. Очень просторная лодка. Класс. Все, до новых встреч, друзья. Значит, ссылки все у нас в чатах. Еще раз приглашаю всех в наш приват. Вы можете взять по тарифу там на месяц зайти за 3 евро. Или как бы сразу подключиться на год за 20. Но при этом вы получаете возможность прислать свой запрос для подбора. И получить его, естественно, первым. И с вашего только разрешения будем записывать видео для остальных участников. Так, недвижимость в Европе от 4 до 20-25 тысяч евро в теплом регионе имеет возможность быть. До новых встреч!